Теория о рунах – это большой объем информации, которой можно посвятить всю свою жизнь. Но в этом будет смысл только в том случае, если вы хотите написать какую-то книгу об истории рун, возникновении рун или каких-либо спорных вопросов, связанными с рунами. Все это можно назвать теоретическим подходом к изучению рун. Именно изучению, а не познанию. И если ваш интерес проявленный к рунам именно с магической стороны, вам не нужно знать всю теорию о рунах. Все окружающее нас и происходящее в нашей жизни можно поддать детальному анализу, но в большинстве случаев этому нет никакого смысла. Очень многое, что вы делаете на протяжении дня, вы никогда не поддаете детальному анализу. Еще более важно, это происходит с вами каждый день на протяжении всей вашей жизни. Каждый день вы нажимаете включатель, который зажигает лампочку. Вы хоть раз, когда нажимали включатель, задумывались о том, что в тот момент, когда вы его нажимаете, вы зажимаете контактные клеммы. За счет этого зажима передается электрическая энергия по проводам, которая проходит несколько метров для того, чтобы достичь лампочки. В лампочке выведены два конца с разными полюсами, между которыми натянута вольфрамная нить, я бы еще сказал спиралька или пружинка, на которую, если попадает электроэнергия, она начинает загораться. И она горит и не перегорает только по той простой причине, что под колбой лампочки созданный вакуум. Там нет кислорода для того, чтобы сгореть. Вы задумывались когда-нибудь о том, что проводка, которая идет под стеной, сделана из алюминия? Вы задумывались о том, что алюминий – это более электропроводимый материал, чем обычная сталь? И так можно говорить долго, но есть ли в этом смысл? Зачем нужна вся эта теория, если достаточно просто нажать включатель и загорелась лампочка? Вот ведь вам именно это и нужно, просто чтобы горела лампочка. Точно так же и в рунах. Теория нужна только тем, кто совершает какие-то научные труды. Для того, чтобы использовать магию рун, не нужно много теорий. Достаточно знать ровно столько информации, которая бы позволила бы вам нажимать на включатели и при этом бы загорались лампочки. Если вы достигли того уровня, когда с уверенностью можете сказать сами себе, что я уже знаю много, я изучил много, приступайте к практике. Только в практике вы сможете познать руны. Что толку в том, что вы знаете теорию всего того, почему горит лампочка, если вы не будете знать, где находится включатель? И даже если вы его найдете, вы не знаете, как правильно его нажать.